Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog, а мы находимся в городе Попаян. И сегодня мы прогуляемся по этому прекрасному городу. Сейчас мы находимся, как вы уже поняли, в городе Попаян, в нашем отеле «Галерея», который чуть позже вам, наверное, Томочка покажет поближе, плюс наш номер. Сюда мы приехали на автобусе из города Ипиалис. Добирались мы вместо 6-7 часов, около 10 часов, поэтому тем, кто путешествует по Колумбии, нужно быть готовым к таким длительным переездам. Сейчас мы сидим, завтракаем, покажем вам, что у нас есть. Тарелка с фруктами, сок. Сейчас нам принесут еще наверняка яйца. После чего мы уже пойдем гулять по городу, осмотримся. Поедаем фрукты, у нас бананы и яблоки. Ну, а также апельсиновый сок. Нам принесли еще скрэмбл яйца, их очень часто готовят в Колумбии, с сосисками и 2 тоста. Также у нас еще есть кофе. Отель, в котором мы остановились, называется Перугинус. Это не просто отель, а это еще и галерея. Поэтому все комнаты украшены красивыми картинами. Очень красивый ресепшн. С другой стороны тоже видим различные картины необычные. Слева от ресепшена находится ресторанчик, где мы с вами завтракали. Ресторан тоже очень красивый, стильный. Учитывая, что город Попаян совсем небольшой, удивительно видеть такое красивое место. Я не говорю, что в маленьких городах не бывает ничего красивого. Конечно же, они бывают миленькие, интересные, которые сосредоточены под туристов. Но конкретно город Попаян, он не сосредоточен. Это обычный красивый город. Мы его увидим с вами совсем скоро. Но в нем очень мало таких вот именно, знаете, сильных каких-то мест. Больше местных, колоритных. Сейчас мы проходим с вами в следующую комнату и видим здесь еще картины, но уже других авторов. Вот, например, вижу Адольфо Торрес. К сожалению, сама не знаю этих авторов, не изучала их искусство, но посмотреть очень интересно. 2 картины в разных вариациях. И третья, видимо, тоже из этой же серии. Внутри отель похож на особняк с многочисленными комнатами, растениями. Светлое помещение, необычное. И повсюду, как я уже говорила, картины. Причем в каждой комнате тоже обязательно есть картины. Здесь нашла небольшую террасу, ну это точнее парковка для машин. А еще мне нравится, как с ресепшена играет классическая музыка, поэтому создается какое-то другое настроение, какое-то более возвышенное. Сейчас мы будем изучать информацию еще про город Попаян и отправимся его смотреть. Но перед этим покажу вам нашу комнату, поэтому я сейчас поднимусь на 3-й этаж, чтобы вам ее показать. Наш номер 302. Вы уже видите, что у нас здесь тут немного все потрепано, потому что мы уже провели здесь одну ночь, мы приехали поздно вечером, не могли снять обзор. Ну и, конечно же, картины, как я вам говорила, в каждом номере есть красивая картина. У нас здесь какой-то Теодор, а может быть я ошибаюсь, это вовсе не Теодор. Но выглядит интересно. В таких же серых тонах, как и рамка, у нас кровать огромнейшая, двухспальная, удобная, одеяло тонкое и сохраняло отличную температуру, и было не жарко, не холодно, было очень хорошо. Есть шкаф для вещей, которым мы практически не пользовались, огромнейшее зеркало, столик, есть телевизор, достаточное количество розеток. Сейчас пройдем с вами в душевую. Ну, здесь все как обычно, душевая, отлично идет горячая вода, есть холодная, горячая, полотенце, которым мы тоже уже воспользовались. Также был шампунь, кондиционер, мыло. Это очень здорово, потому что не во всех отелях далеко есть шампунь и кондиционер в Колумбии. Непонятно почему, унитаз, раковина, в общем, все как обычно. Очень комфортный номер, светлый и уютный. Начинаем нашу прогулку по городу Попаян с улочек старого города. Еще этот город называют белым городом, совсем не зря. Посмотрите, как много зданий белого, именно белого цвета. Сейчас мы пришли к площади уже. Город Попаян стоит рассматривать не по отдельным достопримечательностям, а как полностью целую композицию белых зданий. Тогда будет такая, знаете, полная картинка. Мы, конечно же, пройдем по всем достопримечательным местам этого города.
Вот сейчас за мной это церковь Сан-Франциско, выполненная из белых и серых красок. Серый внизу такой, знаете, как бы словно кирпич с интересными скульптурами. На площади очень много голубей, и, конечно же, видно, что много мусора, потому что в других колумбийских городах столько мусора, конечно, мы не видели. Немножко такой неприбранный город. А еще сегодня очень сильно светит солнышко. Обычно я одеваюсь тепло, кофта, куртка. Сегодня надела кофту, но очень пожалела об этом, потому что здесь нереально жарко. Гораздо более жарко, чем в Боготе, чем в Медельине. Здесь прям хочется надеть футболочку или топик и гулять в такой более легкой одежде. Но Кирилл правильно сделал, он сегодня в футболке гуляет, а я буду мучиться целый день в джинсах и в кофте. Как мы видим, сама церковь Святого Франциска сейчас закрыта, поэтому внутрь попасть не удастся, посмотреть все убранство. Сейчас направляемся дальше, гуляем по старому городу, идем в парк. Совсем рядом располагается парк Кальдас, также кафедральный собор. А еще здесь есть, смотрите, пони и вот такие вот, это лама. Вот они кушают, да? Да. Предлагают всем туристам сделать фотографию, но нам больше нравится, когда эти животные находятся в более естественной среде. Ну, давайте покажу вам сам парк. Здесь очень много деревьев, где можно укрыться в тени. Погодка сейчас жаркая, а в парке хорошо. Чистильщик обуви, интересно, натирает обувь, покажи. Да, но это на самом деле проходит, мы видели эту процедуру почти в каждом городе, чистильщики обуви, особенно в парках, потому что люди сидят, отдыхают, а они натирают обувь. Парк Кальдас располагается в самом центре города. Есть скамеечки свободные, можно посидеть, отдохнуть. Также встречаются продавцы с различными сладостями. Здесь же установлен монумент Франциско Хосе де Кальдас. Это местный ученый или какой-то изобретатель, насколько мы поняли из гугла. Но сам монумент красивый. Сейчас мы решили здесь в парке взять одну местную сладость. Смотрите, как это выглядит. То есть стоят тут такие 3 разные баночки. Видимо, разные вкусы. Зеленый, красный, какой-то темно-красный. Вначале молят лед. Набирают стаканчик лед, который только что промололи. Еще немного. Добавляют различные сиропы. Сверху это, скорее всего, сгущенка. Вот такое местное мороженое получается. Местная сладость. Ну, вот так это выглядит. Сейчас будем пробовать. Сколько стоит? 2000? Сами еще это не пробовали, друзья. Для Тома вообще очень скептически к этому отнеслась. Ну, а я люблю пробовать всякие штуковины. Всякую гадость он любит пробовать, одни штуки. Так, я пока просто не пойму, это из трубочки надо или из ложечки, поэтому... Для меня больше загадка, что за лепешки здесь продают и еще сыр натирают. Так, ну, давайте пробуем, значит, лед. Ну, неплохо. Ну, неплохо. Ну, слушай, это прям как мороженое. То есть здесь лед перемолотый, очень мелкий. Ну, неплохо, согласись. Ну ладно, нормально. Вкусненький лед. Ну, кстати, не варенье. Я думаю, это типа как варенье будет. Ну, это не варенье, это скорее сироп какой-то. Угу. Специальный причем. Очень даже неплохо. Сгущенки мало, я бы сгущенки больше бы добавила. Спустя буквально пару минут мы дошли до церкви, которая называется Санто-Доминго. Тоже красивое белое здание. Церковь опять же таки закрыта. Внутрь нам попасть не удастся. Но можем полюбоваться снаружи. Такие красивые резные ворота. Фонтан, правда, не действующий, видимо, уже давно. Входная группа, конечно, выглядит очень величественно. Красивые ворота и вырезанные из камня статуи. Сегодня выходной день, поэтому достаточно много людей на улицах, много машин. Вот здесь медицинский институт, видимо. Очень много людей в белом. И это не потому, что мы находимся в белом городе. Вообще люди с любопытством наблюдают и обращают внимание на камеру, когда что-то где-то кого-то снимаешь. Иногда, правда, эти белоснежные стены расписаны элементами граффити. Потом их закрашивают, видимо, тоже достаточно быстро.
И еще один любопытный такой исторический факт, почему этот город является белым городом, почему он закрашен в белые цвета, почему все дома в белом. Но обратите внимание на углы зданий, они не в белом цвете, они в такой кирпичной кладке. Вот даже здесь угол, рядом с которым мы находимся. Обратите внимание, он не закрашен белым цветом, а все потому, что когда-то раньше, давным-давно, на этот город атаковали термиты, насекомые, и пришлось людям красить здание какой-то специальным раствором белого цвета и оставляли лишь углы этих зданий, чтобы, знаете, для чего? Как ни странно, чтобы люди могли что? Правильно почесаться, представляете? То есть эти москиты, они были такие кусачие и скусывали все ноги, видимо, и людям, чтобы было где почесаться, оставляли такие небольшие уголки зданий. Не знаю, правда это или нет. Да, то ли москиты, то ли термиты, непонятно, это во-первых. Да, то ли чесались, то ли не чесались. Да, краска, не краска, либо обработка. Очень достоверных данных у нас нет, но факт интересный. Факт интересный. Да, и тем более мы сейчас находимся на перекрестке, где можно как раз показать вот эти вот куски здания, не закрашенные в белый цвет. Очень любопытно. Следующая достопримечательность, к которой мы подошли, это мост Умиадеро. Он был построен в конце 19 века и по сей день радует глаз туриста, приезжающего в Попаян. В 1983 году в городе Попаян было сильное землетрясение. Пострадали очень многие здания, но этот мост остался стоять нетронутым. То есть он был не подвержен никаким землетрясениям и другим катаклизмам. Рядом с мостом много торговых палаток. Как всегда, сувениры, браслетики в основном, украшения из бисера, сумки. Взяли мороженое рядом с этим мостом. 2000 песо. Но надо его скорее поедать, потому что оно тает. Белый шоколад, белое мороженое, да? Угу. И какая-то там начинка еще есть. Называется 3 молока. Ну-ка. Сгущенное молоко, мне кажется, еще внутри. Возможно. Возможно. В целом вкусно. По дороге встретили такое кафе, которое мы видели до этого на видео других ребят. Называется оно Мора Кастилия. Сейчас, наверное, зайдем внутрь, чтобы попробовать местную кухню и выпить сок. В этом ресторанчике приятная атмосфера. Много столиков. Такое место туристическое. Мы сейчас взяли себе парочку блюд, чисто попробовать из местной кухни в Попаяне. Выбрали себе маленькие такие эмпанидос с пипиан. Пипиан — это значит цветная картошка с кукурузой. Они так и говорят, колорес папа. Какая-то у них есть цветная картошка, не знаю, что это такое. Потом взяли себе еще патакон кун кесо. Это зеленый банан с сыром. Также у них еще есть какие-то интересные сочетания, типа банан с томатами и луком. Мы такого никогда вроде бы не пробовали, но сегодня решили не рисковать. Мы также взяли себе пару напиточков, натуральные соки. Тома взяла себе маракуйя, я взял себе гуанабана, это сметанное яблоко. Тома взяла с водой, я взял с молоком. То есть 5-6 тысяч, соответственно, за напиточки. Ну, вот такой вот интересный. У них есть еще интересные напитки, я про один расскажу быстренько. Это тоже лед, как мы сегодня с вами пробовали в парке, со смешанием моры, это местные ягоды, луга и других фруктов местных. Выглядит напиток примерно вот так вот. Ну, мы сегодня такой пробовали в парке. Да. Принесли нашим блюдом и сок. Сок очень вкусный. Я давно соскучилась по нему, потому что в Эквадоре таких соков не было почему-то. Эмпанидос, вот эти маленькие, смотрите, как выглядят, они действительно такие крошки. Ну и стоят 500 песо. Это 10 рублей. Приносят с арахисовым соусом. Давайте польем и попробуем. Скажем так, много их не съешь, но попробовать один раз очень интересно. А еще нам принесли вот такую вот банановую лепешку с сыром. Ну, тоже давайте попробуем. Очень горячая, очень-очень-очень. Ну, ничего, за счет сыра, кстати, достаточно вкусно. Если было бы без сыра, то суховато, немножко пресновато даже. Ну, а за счет сыра вполне. На самом деле, мне даже нравится простая кухня Колумбии. Вот мы вчера пробовали, да, с тобой на водопаде какие-то местные там сосиски. Сегодня пробую какие-то местные тоже интересные штуки. Мне нравится. Ну, а сок у меня получился как молочный коктейль. То есть гуанабана — это такой интересный вкусный фрукт с молоком. Очень густой.
Очень вкусно. Сейчас мы дошли до самой старой церкви города Попаян. Называется она Ля Эрмита. У нас есть в Питере Эрмитаж, а это Эрмита. Очень похожее название, но такая разная судьба. Что примечательно, дорога к этой церквушке выложена из камней. Это та самая старая дорога, которая раньше была до того, как появился асфальт. Поэтому такой небольшой участок перед этой церковью показывает, как раньше выглядел город. Ну и вот самая старинная церковь. Небольшая, ее сразу можно и не заметить, если не знать. А сейчас, ребята, мы уже повернули в сторону холма. Вот там за моей спиной находится высокая точка, называется El Morro del Tolcán. Вот такой вот интересный viewpoint, на который мы с вами заберемся. Также можно отметить, что городок весьма небольшой. Население около 230 тысяч человек. Комфортно прогуливаться, расстояния, соответственно, небольшие. Поэтому для пеших прогулок этот город подходит лучше, как никто другой. Поговаривают, что с камерой здесь нужно ходить аккуратней. Особенно при подъеме на эту гору. Много воровства, но, не знаю, в такое время, как сейчас, в обед, солнце, вряд ли мы встретим каких-то преступников. Поэтому, ну, конечно, нужно держать ухо востро, но не сильно переживайте из-за этого. Но хотя люди, вот проходящие, даже нам рекомендовали быть аккуратными. Не сказал бы, что этот холм прям оборудован для того, чтобы здесь забирались туристы. Такие тропки выцепленные здесь только лишь людьми, которые иногда сюда заходят. Но место очень туристическое, поэтому мы тоже забираемся. Пока мы еще не на самой вершине. Но уже открывается интересный вид. Я вот говорю Кириллу, что не похоже, что это белый город. Да, какая-то есть, ну, центр, да, белый. А все остальное уже и красные, и желтые, смешались все красные. Да, крыши такие темные, да, и черепичные разные. На вершине очень много людей. Все наблюдают за панорамой города, фотографируются. Также на вершине этого холма Эль Моро мы должны были увидеть статую основателя города Попаян. Но, к сожалению, ничего не видим. Возможно, памятник разрушен, потому что сейчас есть, ну, небольшие такие холмики какие-то, покрытые травой. Вот, но сам памятник мы не видим. А еще, если обойти этот холм и дойти до конца, то с другой стороны как раз-таки и есть полноценный вход. Смотрите, подъем, дорожки оборудованы. То есть можно забираться не со стороны города, да, а с другой стороны. Тогда вы можете это сделать по дорожкам, культурно, не как мы, по траве взбираясь. Ну, хотя надо сказать, что весьма несложный подъем, всего лишь где-то 100-150 метров высота, поэтому несложно. На самой вершине, надо сказать, что достаточно ветрено, поэтому здесь немного прохладно. Торговцы есть, продают напитки прохладительные. Есть различные лавочки, беседки, где можно посидеть. Ну, а вот так выглядят сейчас памятники. Не знаю уж, именно они установлены в честь основателя города. Либо сейчас этот памятник разрушен, что скорее всего. Вот есть небольшой монумент, который сейчас в граффити весь, вот такой вот прямоугольный стоит. Возможно, раньше на его постаменте как раз-таки и был основатель города, вот этот некий Себастьян, фамилию запамятовал. Вот, он установлен как раз был на этом постаменте. А сейчас он лишь разрисован граффити. На этой, не побоюсь этого слова, высокой ноте, высокой точке мы заканчиваем свое знакомство с городом Попаян. Но наше приключение на этом не завершается. Мы еще приедем в Богату и покажем вам ее красоты. Все, друзья, подписываемся, пишем комментарии. До новых встреч. Всем пока. Всем пока, счастливо.